партий было не лимитировано. Матч длился более 5 месяцев и после 48 партий был прерван по решению президента Фиделя. По регламенту нынешнего матча состоится не более 24 партий. Победителем объявляется участник, который первым одержит 6 побед или наберет больше половины возможных очков. В случае ничейного счета 12-12 звание чемпиона мира сохраняет Анатолий Карпов. Первая партия матча состоится сегодня, 3 сентября, в концертном зале имени Чайковского. Теперь о погоде. Мы сейчас где-то в марте 85-го года, да? Да, в марте 85-го года. Мы с вами встречаемся сейчас в непростое время. Да. И тогда было тоже, кстати, непростое время. Страна Тогда было интересное время очень. Хотя, что такое интересное время, а сейчас что неинтересное. В общем, матч этот, точнее его завершение. Ну, вообще, сам по себе матч был, конечно, уникальным событием. Безлимитный матч. Но его завершение, конечно, стало такой вехой, потому что все-таки первый такой публичный протест советского спортсмена против решения начальства. Впервые за 5 месяцев у меня появились некоторые шансы. Некоторые. Процентов 25 или 30. И сейчас у меня их пытаются отнять. Бесконечными затяжками. И пусть те, кто затягивают матч, отвечают за это. Матч должен был продолжаться. Я говорил это 2 недели назад. Без тайм-аутов, без перерывов. Но матч оттягивается. И ясно, что с каждой оттяжки шансы чемпиона мира на выигрыш одной партии возрастают. А мои уменьшаются. Вот. А кроме того, в воздухе носились вот все эти флюиды, вот, перемен. Я помню, был какой-то вечер у Миши Казакова. И у меня там был такой разговор очень содержательный с покойным Натаном Эйдельманом, с историком знаменитым. Он уже с высоты своего возраста, опыта, мне говорил, что, понимаете, молодой человек, там, перемены, вы там ждете чего-то на самом деле. Все говорят, Черненко уже там на выходе, сейчас там Горбачев появится уже. Такие кухонные разговоры советской интеллигенции. Я говорю, нет, должны быть перемены. Это, в общем, вот такой пессимизм уже человека, прошедшего, и оттепели, все это, видевшего, да, все это. Никуда все это не пойдет. А у меня вот какое-то было интуитивное чувство, что начинается эпоха таких революционных перемен. А потом, я поехал в Иркутск на турнир Дворцов пионеров и гроссмейстеров. Играть за команду Баку. Мой второй турнир был. Я там 3 сыграю. Первый в Баку в 81 году. Я играл как капитан. Естественно, 2 до этого говорили, когда я играл как пионер. Поехал возглавлять бакинскую команду в Иркутск. Причем март месяц, так вот, как раз сразу после матча. Вот. Тоже сыграл. Кстати, это был мой худший результат. Был, наверное, все наоборот 30 из 35. И взял первый среди капитанов. В конкуренции с Артуром, кстати. Опять с Артуром. Вот. А Баку, по-моему, я не знаю, как всегда были вторыми, наверное. Только в 87 году выиграем, когда там уже наберут 32 из 35. У себя дома в Баку, наконец, выиграем по сумме. Важно было поехать сыграть где-нибудь. А потом, если я правильно помню, наступает вопрос, надо как-то готовиться дальше к матчу. Вроде бы матч зафиксирован, в сентябре 85 года. А, кстати, там еще была, по-моему, борьба шла за присуждение Оскара. Такая очень напряженная борьба была. Вот. И все-таки дали Карпову Оскар. Может быть, это и справедливо было. Наверное, да, все-таки на тот момент. Аргумент был, что все-таки в 84 году он выиграл сильно. Но там близко, по-моему, голосование было достаточно близким, потому что, все-таки свежие впечатления, 47-я, 48-я партия, дали Карпову, по-моему, последний Оскар был. А вы не помните, у вас было какое-то опустошение после безлимитного матча? Матч был наоборот, подъем, на самом деле. Слушай, выжить после 5-0 и впереди другой матч, на самом деле вся команда была просто вдохновлена. Потом, что все-таки 6 месяцев мы жили в России, я помню. Сейчас заехал я до 1 сентября, а выписались мы оттуда, из гостиницы России, 2 марта. Просто полгода прожили в гостинице России, да. Вот. Я же говорю, там целый фольклор там сложился у команды, которая жила там. Один из мемов там был, это покупка швейцарских сигарет. Что это? Сигареты, которые американские, которые покупали у швейцаров. Покупка швейцарских сигарет. Курящие еще эта команда. Так что... Там много осталось этих воспоминаний из России, 6 месяцев. Но все равно было ощущение такое оптимистичное очень. Выжили уже, в принципе. Сейчас еще на усилия сделаем, уже матч выиграем. 24 партии, правда, там другой характер борьбы, но
ну, уже не было ну, того ощущения, такой неизвестности, который был перед первым матчем. Потом все-таки ну, такая депрессивная ситуация почти весь матч. А концовка все-таки ну, дала такую дозу вдохновения. И тем не менее, вдохновение вдохновением, оптимизм оптимизмом. Надо что-то делать, готовиться, думать, как значит, разбираться с этим всем. Команда, в принципе, тоже сложилась. Показательно, кстати, что к концу матча как бы, все, кто начал со мной работать, значит, они оставались. Естественно, что там Карповская команда там мигрировала, вот, а ядро уже сложилось, поэтому было ясно, что как бы, к следующему к матчу мы вот, работаем в том же составе. Уже никаких сомнений ни у кого не было. И тоже важно, что у всей команды, потом мы, конечно, поймем, там были разные внутри течения. Но, тем не менее, было общее вдохновение. Ну, после да. Такое прошли, да? Да, после такое прошли уже, но... Ну, не то, чтобы остальное дело техники, но все равно вот это ощущение того, что оно уже близко, ну, это ощущение, оно было, мне кажется, доминирующим. Тем не менее, турниров там особенно не было, и вот так возникает эта идея сыграть матчи. Ну, потому что матч все-таки короткий, как бы. И так вот, как она материализовалась, я, честно, даже не помню, как вот два эти матча с Хюбнером и с Андерсоном. Значит, ну, с Хюбнером матч, он был в Гамбурге, и это было приглашение Шпигеля. Самым знакомым там станет не столько матч, сколько интервью Шпигелю, который я тогда дал. А матч с Андерсоном материализовался в Белграде. Милука Лазаревич участвовал в этом достаточно активно. Но там все-таки интерес Югославии был огромный к этому всему. И поэтому они согласились провести такой матч. Ульф вроде согласился. Опять, я не помню точно, кто и как это организовывал, но вот эти два матча, они как бы подряд они материализовались. Вот. А меня еще это интриговало, потому что два человека, которые сыграли важную роль в остановке матча, Глигорич, главный судья матча, он жил в Югославии, серб, а глава апелляционного комитета Кинцель, он был немец. Вот я думаю, вот очень интересно там как раз там рассказать. Пообщаемся, да? Ну, не столько с ними пообщаемся, сколько вот ровно в этих странах расскажем о роли, которую они в тот момент сыграли в прекращении матча. Ну, все-таки главный судья матча и председатель апелляционного комитета, они могли что-то сделать, но делали ровно обратно тому, что должны были делать, просто выполняя там, указания, я не знаю, Кампоманаса или советских организаторов, но по большому счету как бы, пренебрегли своими обязанностями прямыми. Матч с Хюбнером, я помню, приезд свой, такое началось, ну, первый раз я выезжаю, как бы вот после матча, со мной был Литвинов. Естественно, конечно, поехал. Должен был. Контроль. Да. Кто-то должен был рядом быть. Естественно, еще как бы решили никого со мной не пускать на всякий случай. Как бы, да. Ну, правда, уже 85-й год, уже события как бы, ну, чуть-чуть меняются. Все-таки уже там прошел этот апрельский пленум, там Горбачев уже у власти. Но все равно в целом ситуация пока еще статичная. Помню, мы с Литвином заходим там в зал, где вот мы должны были играть с Хюбнером. Такой небольшой достаточно камерный зал. Вот. И секундант Хюбнера с Пасхи сидит. Спасски, да? Да, Борис Васильевич был секундантом. Значит, ну, я не знаю, что он там делал. Пришел он в шортах, там, с теннисной ракеткой. Да. Вот, посмотрел на меня, значит. Ну, да, говорит, молодец, Акимыч, да. А Карпову подвели, сказал он, трусость и жадность. Почему жадность? Ну, Паша хотел 6-0 выиграть. Трусость и жадность. Так развалил. Я приветствовал так. Вот. Матч хорошо сложился, но у меня уже там идей много было, и там жажда игры такая. Я не знаю, какую партию там. Ну, первая партия там, мне кажется, вот самый там, интересный момент, когда вот, ты помнишь, значит, там было, что у нас C4 было. А кто какими? Я играл черный. С Хюбнером, значит, первая партия C4, значит, я пошел E5, конь C3. Да. Я пошел D6 тогда. Мы тогда, я помню, может, мы с Тимощенко смотрели разные схемы такие здесь, вот, ну, после C4, там, значит, на коне в3, в5 мы начали, тогда смотрели, там, на G3, там я систему G6 играл с задержкой развития коня на B8, там, где-то там, может быть, C6 поставить, там, ну, в общем, там какой-то набор идей был, значит, ну, есть белый ход D4, там, был популярный, значит, ED, ферзь, бьет D4, и я ходил тогда, конь F6, да. Ну, здесь идея такая, что белый ферзя вывели, но черный не обязан сразу нападать. Можно напасть, а может быть, при каких-то вариантах можно просто играть слон E7, там пешку на C6, это рокировка, конь D7, такая
гибридная староиндийская, ферзь немножко странно стоит здесь. Вот. А он пошел здесь G3. Вот. Теперь уже я нападаю. Значит, вот тут ферзь D2, слон E6. Да. Вот. Ну, белые должны конь D5 ходить. Ну, такая ситуация непростая здесь, потому что пока белые немножко в развитии отстают, но, с другой стороны, если они сейчас там буквально слон G2, там конь H3 выйдут, то все-таки форпост здесь стоит, и может все, в общем, не очень хорошо для черных сложиться, потому что надо торопиться. Значит, конь E5, B3, вот. Значит, я пошел из конь E4. Да. Да. А вот здесь, значит, я даже не помню, что мы точно смотрели как бы здесь, но там много разных было идей, но на довольно примитивном уровне. Но здесь доску что-то я смотрю, какие-то интересные вещи получаются. Ферзь D4 уходит, C6. Он ферзь E3 пошел. Ферзь D3, я хожу C6. C6. Конь C5. Да, конь C5, Ферзь, да. конь C5, да. Конь C5. Он ходит здесь. Слон B2. Слон B2, да. Вот слон B2, он развивается. Вот, да. Ну, может быть, я не знаю, может быть, слон G2 стоило пойти, я уже не помню здесь. Да, но слон B2 выглядит нормально очень, слон B2, да, значит. Но тут, значит, C6, конь F4. И опять, вот, вроде у белых все хорошо здесь, потому что буквально, ну, остался там ход, где вот развивающийся, все остальное, ну, что черно, странно стоит все. Но вот какие-то вот тактические нюансы есть. Тут за доской тут у меня такая идея в голову, конь G4, напали на ферзя. Да. Вот. Ну, брать здесь вроде бессмысленно, потому что черные просто берут здесь, и у них все хорошо. Вот. Он ходит ферзь d4. Ну, вот здесь вот ради этого хода стоило показать партию. Здесь я сделал ход, после которого он упал со стула. Я пошел конь c5, e4. Вообще такой ход. Коня в центр обратно поставить. Ну, там на самом деле позиция, по-моему, не ясна еще. Но эффект хода конь e4, он был ошеломляющий. Да. Мне кажется, там некоторое время он в себя приходил, потому что конь как-то вернулся назад. Вообще, просто под удар встал. Под бой. Да, ну, значит, и начинается, и сразу там, буквально там 10 ходов проходит, а черные уже начинают нападать просто. Вот это, опять, сама психологическая идея, как начинают нападать. И Хюбнер разваливается очень быстро. Значит, он, по-моему, пошел слон h3 здесь, да? Да. Слон h3, да, ход вроде бы уже проигрывающий партию, да? Да. Такое ощущение, что я побил конем. Не, да? ферзь А5. А ферзь А5 шаг, да, ферзь А5 шаг, король F1. Да, Значит, конь G2. конь G2, значит, все, он пошел слон E6, да? Слон E6, Слон да. 6 Fe, конь E6. Да. И здесь король D7 еще. Король да? D7. Король D7. Просто вот, На спокойничке. Да. вот так, просто король D7, так буквально тут еще там к 15-му ходу подошло все, и, в общем, белым горе. А он здесь, я не помню, бил здесь или нет, он... Конь H3. Конь H3, он ходит конь H3 здесь, да. Вот. Ну и здесь все равно, я бью на H3, значит, ну я уже посчитал. Ферзь E4, ладья E8. Все такая динамика быстрая. Ферзь G4. Конь C5 шаг. А конь C5 шаг, да. Ну, конь C5 шаг он ходит, да. Да. Да, конь C5 шаг, да, как пытается немножко, конечно, ферзь бьет C5, ферзь G4, король C7, Да. ферзь H3, слон E7. Вот, ну, все подключилось очень быстро. Слон бьет G7, ладья F8 шаг, ну, там дальше сам. Дальше сам. Дальше сам. Дальше быстро все заходит. А ферзь зашел там достаточно оперативно. Взял, король Е1, Да. ферзь F2, король D2 там, да, или король D1. Король D1. Король D, ферзь D4, Шаг. Король C2. C2. Ферзь E4. ферзь шаг. E4 шаг. Ну, вот дальше уже куда бы ни пошел, вот еще слон сейчас подключится. Король D1, ладья F2, да, по-моему. Король D2 он сказал. Король D2. Слон G5 шаг. Король D1 на ладья же висит. Да. Слон G5 шаг, да. Король C3, ферзь E5 сдался. Ферзь E5, да. Ну все, конец туда. Сдался. Быстренько. Да, вот. Ну, Хюбнер это все-таки уже было такое поколение. Ну, таких уже вы как бы тогда... Хюбнер все-таки был один из ведущих гроссмейстеров западных. Да, но все-таки вот это поколение уже как бы сходило, да? То есть постепенно. Хюбнер... Портиш, Хюбнер, Андерсон. Ну, Портиш старше Хюбнера все-таки, не забывай. Все-таки Хюбнер... Хюбнер, он постарше, я говорю, ну, каких там, он вышел, когда в 71 году первый раз выходит, ему там было 20, он где-то там года 47-го, 48-го Хюбнера. Ну да, ну то есть все-таки был. Не, ну все-таки. 40. Не, нет, он был все-таки, Портиш все-таки это там, Портиш там 35-го или 36-го года, да, все-таки, это другая история. Вот. А Андерсон ровесник Карпова, на самом деле. Вот. Нет, это все-таки поколение в тот момент было доминирующим еще.
Хюбнер выходил все-таки... Первый раз он вышел в претенденты в 1971 году. Вот, потом он вышел в претенденты... Он дошел до финального матча в 1981 году. Конечно, он проиграл. А потом вышел в претенденты и проиграл Василию Васильевичу в казино. В казино, да. В казино, там, да, на красное и черное уже, да, после 7-7 счета. В матче в Австрии. Поэтому матч был с ним, трудно было найти лучший соперник его. А Ульф трудно пробиваемый. Мне казалось, матчи могут дать действительно какой-то опыт. Хюбнера я обыграл довольно легко. После этой партии он еще проиграет вторую партию, потом борьба выровняется в целом. Он все равно будет 4,5 на 1,5. То есть довольно показательный разгром, по большому счету. Только в одной партии стоял, была какая-то сомнительная позиция, но в целом тотальная доминация была. Но главное событие там, конечно, было интервью с Der Spiegel. Вот я его потом читал, уже проходит какое-то время. Если сейчас посмотришь, то вообще текст смешной даже не по нынешним меркам, даже по меркам уже где-то года 89-го, это было все, достаточно, скажем, я бы не сказал осторожно, но ничего такого сверхъестественного в нем не было. Но это был 85-й год. На самом деле, тогда же события развиваются очень быстро. Каждый месяц меняет политический расклад. Становится все, жизнь становится свободнее и свободнее. А май 85-го года все-таки, несмотря на наличие Горбачева, сохраняется система вся. По-прежнему старая гвардия контролирует все. По-прежнему Стукалин еще глава, я не помню, когда его заменят, на Яковлева, глава отдела пропаганды, агитации. Как раз тогда. Вот тогда, я дату точно не помню, но в целом ситуация еще такая очень, очень подвешенная. Я помню, когда интервью это уже сложилось все, и Литвинов страшно нервничал, ходил, курил, понимая, что что-то будет, да? Что-то будет, что-то может случиться. Интервью прогремело, что-то больше 80 изданий перепечатало, именно потому, что это был прямой протест. Прямая атака на советское руководство, пусть шахматная, понятно, шахматная, но все равно бунт. Как это может такое делать? Значит, это дискредитация. И потом это интервью, оно станет основанием для потенциальной дисквалификации. Но это будет потом. А после матча в Гамбурге мы поехали в Белград. Там, конечно, интерес был гораздо больше, но все-таки шахматы, Югославия. И главный интерес опять был не столько с матчем связанный, а с той скандальной обстановкой, которая вокруг матча и то, что будет потом. Это все создавало такой дополнительный ажиотаж. Матч я достаточно легко выиграл. Там буквально можно посмотреть первую партию, потому что Ульфу вообще трудно выигрывать было. Да. Но там даже не сколько первая, сколько третья партия была. Одна из идей, я тогда на каталон играл, в принципе, и Ульф, он уже так со мной играл, это его система, которую он любил, конь c6. Так у нас было в Никшиче. Я играл до ферзя 4, и Ульф тогда выстраивал крепости. Он тут жертвовал ферзя в этой слон d7, ладья d1, бил на d1, бил на c6, и в общем... И делал ничего. И делал ничего, удержался, да. Я что-то поддавливал, но, в общем, выиграть невозможно было. Он снова это играет, а тут у меня новая идея родилась. То есть я пошел конь e5, слон d7, это все теория была. А здесь я сделал новый ход конь a3. Сейчас ход нейтрализовали этот, но тогда было новое слово в теории. Идей тогда, кстати, много было, самых разных. Кстати, я даже у Диблу выиграл в этом варианте вторую партию матча в Филадельфии в 1996 году. Ульф побил, в обоих партиях бил. Что интересно, в первой партии он получил худшую позицию. Как он играл? Слон. Он здесь конь d5 сыграл. Нет, конь d5 он в третьей партии сыграл. Да. Это как в первой сыграл? Первый, по-моему... в первой партии он получил хуже, по-моему, он слон e7 играл. Я уже не помню. Он получил хуже, но он удержался. А в третью он подготовил усиление. Конь d5, но тут оказалось совсем плохо. Ферзь d4, пошел конь b4, я побил и пошел ферзь c3 здесь. И выясняется, что
позиция почти симметричная, но черные отстали в развитии, и вот сложно фигуру ввести в игру. То есть он на ферзь пошел. F6 он пошел. Да, значит, больше ферзь d4, ферзь b3 белый ходит. Белые быстро развиваются, а у черных все-таки проблемы с королем f6 он ходит. Ну, тут тоже достаточно легко. Слон e3, да, кажется. Да. Слон e3. Слон e3, ну, дальше как король. Слон e7. Слон e7. С рокировкой будет проблема. да. Ладья d1, ферзь. Куда-то ферзь c7. Ферзь c7. Вот. И ферзь b3. И ферзь b3 здесь, да. И ферзь b3, и на рокировку теперь конь d6. Вот немножечко неприятно будет. Взял. Да, все, да. То есть уже проблемы. Ну, король f7 пошел, да, здесь. Он пошел, ферзь c7, ферзь b3, g5 он пошел. Да, на король f7 слон f4 теперь. Нельзя, e5 не будет хода. То есть выясняется, что вот опять не хватает одного темпа. Вот. Все вроде бы черные успели сделать, но вот была бы рокировка и ладья d8, все нормально. А на король f7 слон f4 и тоже конец. Ход g5 пытается как-то здесь, чтобы все-таки король f7 подготовить. Мы тут что? Ладья c1. Ладья d8. Ладья d8. Не очень. Вот, ну да, надо что-то пытается делать здесь. Он на король f7, наверное, что f4, наверное, просто. На король f7 f4 просто, да. f4, g4, f5 просто сразу проламывается все здесь, да. Ладья d8 ходит, ну. Побил. Побил, чем здесь? Слон d8 и ферзь b7. Ферзь b7. Маленькая тактика. Да, сюда и как бы все кончилось. Да. Вот. Еще пятую партию я выиграю, так в длинном таком тоже скучном каталоне, тоже получу перевес, и там долго его мучить. Вот. Ульф там никаких проблем мне белыми не создавал. Тогда у меня был, как секундант, Модарьян был. Значит, Это первое вообще с ним было тогда общение, да? Нет, он же был в Москве. Он приезжал в Москву, как бы вот тогда на матч. Где-то он был после 8 или 9 партии, вот тогда он начал агитировать за применение защиты Грюнфельда. У нас агитатор был грюнфельдовский. Ну, до этого он приезжал еще же на подготовку к матчу. В 1984 году он приезжал, где в Шики были в Азербайджане. Он тоже там был. Вот. Тоже был какой-то у него набор идей там. Я, кстати, помню, что вот он активно агитировал за применение защиты Каракан с конь d7. Не со слон f5, а с конь d7. Это у них были споры с Шакаровым, что надо играть. Как правильно играть. Шакаров слон f5. Да, вот, на 4-м ходу. Да, вот в этой позиции, да. Значит, как значит, здесь, значит, конь d7. Я говорю, что тут большая жизнь такая. Кстати, не знаю, что потом Карпов начнет регулярно это играть. Шакаров всегда был за слон f5. Вы там с ним как бы мы с ним поработали? Да, ну, там работали. Там особо работы, конечно, не было, по большому счету. Но это будет период буквально до матч-реванша. Достаточно активно работали, обсуждали. На самом деле обсуждения носили более такой философский характер. Тогда вообще подготовка была несколько иной, отличалась от сегодняшнего. А что это значит? Не, ну понятно, что обсуждали какие-то в целом вещи. Вот, концептуальные, да, концептуальные какие-то вещи. Я помню, уже матч, если забежать вперед, с Майлсом, который я играл, в 86-м году в Билле, мы тоже были там. Мы обсуждали в первой партии, значит, я помню, что там Майлс играл Бинони, такой закрытый, играл закрытый Бинони, c5, d5, e5 играл. А также мы знали, что Майлс может еще играть волжский гамбит. И мы, значит, перед третьей партией, или перед пятой, когда там уже, перед третьей, обсуждали с Дарьяном, значит, как там в волжском гамбите так играть. Он смотрел, он говорит, слушай, ну, d4, конь f6, пойди конь f3. Я так и пошел. Пошел c5, d5, b5, там, проиграл партию быстро. И снова были интервью, конечно, вот если возвращаясь в Белград, я не знаю, сейчас уже с высоты своего возраста, я думаю, насколько правильно было так атаковать Глигорич. Ну, все-таки еще кипело же тогда, да? Кипело все. Кроме того, по большому счету я был прав. Все, что я сказал Глигорич, я был прав. Но почему он себя так вел, там много существует разных на сей счет теорий, как бы. Но учитывая, что я там был у него на 60-летии, там, в 83-м году, когда в Никшиче был турнир, куда меня позвали, когда надо было где-то играть перед матчем с Корчным. Многое смотрится по-другому сейчас. Но, тем не менее, в тот момент, я уверен был, что я прав. Я был, после матча возвращаемся мы в Москву, потом возвращаемся в Баку, и вот тут начинают сгущаться тучи.
начинаются процессы разнообразные. Ну, Литвинов нас информирует, потому что идет информация в Азербайджан о том, что вообще-то перегнули палку. Так нельзя. Самые разные разговоры. Я довольно смутно себе уже помню все вот эти нюансы, но там такие грозовые разряды. Да. Мне трудно было поверить, что может случиться там что-то сверхъестественное, но, в принципе, чуть по-другому карта легла бы, и интервью Шпигеля было достаточно основанием для дисквалификации. Было назначено заседание Советской шахматной федерации, президиум. А президиум федерации, там разные люди состояли. Один из членов президиума федерации, человек, которого я первый раз увидел, о нем ничего не знал, был генерал-лейтенант КГБ Питовранов. Кто? Евгений Питовранов. А кто это? Как интересно. А вот почитай биографию, на самом деле. Это мало кто знает, но человек с такой очень своеобразной биографией, еще начинал в сталинские времена, поднялся очень быстро, даже в какое-то время, когда там начались чистки перед смертью Сталина, даже попал в тюрьму, потом выходит. Один из ближайших, я думаю, сподвижников Андропова был. Он был начальником торгово-промышленной палаты, но на самом деле все равно видимо, выполнял важнейшую роль в разного рода перетрубациях. Я думаю, что он и Бабков были, генерал, еще один, тоже, по-моему, генерал-полковник был, были самыми близкими людьми Андропова, которые выполняли эти разные функции по инфильтрации советского общества. Ты даже сейчас не знаешь, что это такое. Бабкова? Бабкова знает. Все-таки он был начальник 5-го управления. Да. Если ты читал, был такой роман Вайнеров, «Петля и камень в зеленой траве». Ну, давно. Да, вот это. Вот там есть генерал Крутовранов, на самом деле. Да? Конечно, это, естественно, он. В принципе, считается, мы до конца не можем сказать, но, в общем, убийство Михоэлса организовывала его контора. То есть, хотя он был молодой, но из молодых до ранних. Кстати, довольно дружелюбно там со мной разговаривал, потому что мне надо было к нему тоже пойти там, в принципе, с ним пообщаться. Это уже будет после этого президиума. Но вообще-то, когда созвали вдруг президиум федерации, все казалось очень опасным. Опасно. Меня просто вытащили в Баку со сбора, позвонили там начальству, в самолет срочно летать, надо лететь в Москву, потому что надо присутствовать на заседании. Я уже тогда чувствовал флюиды в воздухе. Когда я зашел, начался, видно было, что все это будет так очень жестко, но понимал, что жестко будет, но ничем не кончится. Потому что все события уже произошли за кадром. А что произошло? Баланс сил поменялся. Потом, в чем? Это в чем, в первую очередь, это то, что вместо Стукалина был Яковлев. Все И как мне потом сам Яковлев скажет, это был его доклад Горбачеву. И Горбачев, который был много дел, сказал, шахматист пусть решает за доской, кто выиграет. И это заканчивает историю. Святые слова. Да, просто да. Святые слова. Пусть играют, там уже что-то. У нас тут столько событий, «Звездные войны», какие шахматы, пусть играют. Ровно то, что мне рассказал Яковлев. И я подозреваю, что так оно и было, потому что там даже Алиева могло не хватить в тот момент. Все-таки его позиции были не так сильны, как при Андропове. Он все равно был членом Политбюро, конечно. Но это не его епархия прямая была. И там все-таки вопрос идеологический стоял. И не произойдя этой смены, не появились Яковлев, который начал в тот момент уже новое мышление, глобальные проблемы. По-разному могло сложиться. А вы уже с ним были знакомы? Нет, я не был знаком. Меня позовут туда после президиума. Да, после. На президиум я приехал, не знаю, что меня ждет, но когда зашел в комнату, повел носом, понял, что там Батуринский такой, Крогиусы, все эти сидят там. Поругали, пожурили? Не сильно поругали, конечно, там. Там, кстати, я и Питовранова потом встречу первый. Не знаю, кто такой вообще. Люди, президиум федерации. Там разные люди там были, о которых я ничего не знал. Но кончается это каким-то, я не знаю, выговор с занесением, что-то в этом роде. Не рекомендовать советским спортсменам. Не делайте так. Слухи были вообще, что Карпов в какой-то момент вообще прекратил сборы. Я не могу это проверить, но
Никитину там, по-моему, Васюков рассказывал, что вообще сборы были прекращены, потому что где-то там в июле месяце Карпов считал, что матча уже не будет никакого. Ну, что-то не похоже на Карпова. Может быть, уверен был в том, что матча не будет. Я повторяю, там, то, что мне сказал Никитин, ему сказал Васюков, сам я этого не слышал. Васюков. Ну, который работал у Карпова. Ну, я все-таки, понимаю. да. Ну, он так Может быть, да. Тем не менее, как бы вера Карпова в силу бюрократического аппарата советского, она могла его подвигнуть на это. Все это прошло, вернулись в Баку, потом собираемся, приезжаем в Москву, всем коллективом уже. На матч или сборы? На матч уже. Ну, это же все в августе месяце происходит. В начале августа, мне кажется, это мероприятие, президиум Федерации. А в конце августа мы приезжаем. Матч начался, по-моему, 1 сентября. Там он начался. Да. А вы как-то ощущали тогда, может быть, помните, что у вас статус изменился общественный? Вы стали знаменитым человеком. Вы стали каким-то символом чего-то, надежд людей. Или тогда еще этого не было? Или это произошло после первого матча? Наверное, уже есть. Вот что-то. Не знаю, на улицах узнавали, может быть. Я болею. А имя спрашивать не будете? Не буду. Не будете. За Каспарова. За Каспарова. А почему? Вы знаете, его положение настолько безнадежно, он держится с таким удивительным мужеством и хладнокровием, что, по-моему, это заслуживает уважения. Просто сейчас посмотреть хронику первого матча, вот я первым матчем называю матч... Безлимитный. Нет, безлимитный, а первый матч это который... Да. Ну, я живу по книге два матча. Да, понятно. Там вы там на Волгах этих подъезжаете. Ну, на Волгах мы и тогда подъезжали, и на безлимитный матч. Ну, как-то это все прям... Кстати, машина с бакинскими номерами, вот шофер, Коля Гараев, он пригонял машину в Москву. Это выглядит, как Ричард Гир приезжает там, и Карпов подъезжает. Все, там вообще... Да, слушай, Советский Союз, колонны зал Дома Союза, потом в зале Чайковского. Масштаб. Да, все-таки да. Ну... Три минуты в начале каждой партии отданы на откуп прессе. Это Дмитрий Донской, корреспондент «Московских новостей». Вот уже более года, начиная с прошлого матча, следит он сквозь глазок фотокамеры за играющими. Это же событие. Матч-то первенства мира. Чемпионом мира вообще там раз-два и обчелся, по пальцам было. Вот. А тут матчи с таким еще общественным статусом. Вот, да и шахматы. То есть интерес вот к этому матчу уже был больше, чем к безлимитному? Ну, конечно, нет. На самом деле, это же все происходит параллельно с переменами в стране. Они еще не столь как бы заметны, но на самом деле люди же ощущают, вот в воздухе носится, вот куда вектор развития общества идет. Конечно, там интерес был очень большой, хотя все равно еще вот той свободы выражения, которая потом начнет появляться, еще нету. Я всегда буду идти там немножко впереди процесса этого, но 85-й год, август, вот, такой период еще межвремени. Никто не понимает точно, как вот оно все материализуется. Вот, но ощущения там нового есть. А матч с Карповым, да, наверное, так можно его квалифицировать. Он был в центре такого общественного внимания, потому что понятно было, что два очень разных человека. Не только по стилю, не только там, по всему, по внешнему виду, а еще по как бы, принадлежности к каким-то вот частям общества советского. То есть все-таки Карпов такой традиционализм был, а я олицетворял, по всему видно было, такой вектор перемен. Поэтому матч, я не сомневаюсь, многие рассматривали именно как вот такой тест. Мы жили тогда в Москве, такой был профсоюзный дом недалеко от гостиницы «Спорт». Сейчас там немецкое посольство. Потом, тогда не помню, что там было точно. Профсоюзы мне дали его, Степан Николаевич Шалаев. Он помогал нам. Тогда еще в первом матче у нас была помощь от профсоюзов. И вот мы там получили этот такой особняк. Он очень достаточно удобно был расположен. Недалеко как бы от центра. Там ехать было, получается, по Ленинскому проспекту. Тогда 15, да. Ну, там, по-моему, еще сопровождение было, когда мы ездили. До зала Чайковского. Команда собралась. Вот, я помню, очень хорошее настроение все было. Вот, вдохновение, да, было? Носилось вот в воздухе. Вот сейчас жарим. Вот.
Кроме того, много идей было очень интересных. Вот тут и так. То есть столько интересного. Значит. Я тогда, значит, уже фонтанировал идеями. Вот придумываю тогда, значит, играть Немцовича с G3 системой. Чувствую, что вот будет какая-то новая динамика, и для Карпова будет это трудно. Я думаю, кстати, Карпов не очень хорошо к матчу готов. Не очень хорошо был готов, да? Как сказать, не очень готов? Часто такое бывает. Он отстал от процесса. То есть вот он не понял как бы динамики изменения всего наших отношений за доской. Я уже там делал шаги вперед все-таки, а он, мне кажется, все-таки застыл, где-то более консервативно подошел к этому. И если бы не его огромная практическая сила вообще, и не моя нервозность излишняя, то матч мог бы там раньше кончиться, потому что в целом, конечно, игровой перевес был огромный у меня. Первая партия начинается, d4, конь f6, вообще, это не обязательно смотреть, e6, конь c3, Карпов, значит, во-первых, конь c3 ход, Немцовича мало кто играл, слон b4, я хожу конь f3, Карпов ходит c5, я хожу g3, по-моему, здесь он минут на 45 задумывается. Трудно такое сейчас сегодня представить. Когда мне был готов. И здесь я правильно почувствовал, что динамика игры, она, не его. во-первых, да, не его, новые совершенно позиции возникают. Он все-таки немножко по-другому играл. Он будет весь матч мучиться из-за этого. Он потом еще перейдет уже на ферзевый гамбит. Это такой, будет его призрак преследовать. Этого Немцовича. Он будет по-разному играть. Он там будет рокировку здесь делать. То есть он будет постоянно уклоняться, потому что эти позиции, они явно вызывали у него дискомфорт. То есть это угадали здесь. То есть в целом получилось так, что белыми я его терроризировал этим Немцовичем, хотя периодически переходил в другие, как говорится, позиции. Но на самом деле надо было придерживаться этого курса. То есть, потому что там попытки играть Е4, они, в общем, ни к чему хорошему не привели. Одну партию проиграл, пятую, даже в девятой была ничья. То есть Е4 ход не работал. Новоиндийская тоже не сработал. А вот Немцович тупо били сюда, и у него была постоянная проблема. Весь матч он мучается. Он проиграет первую партию. В седьмой партии там будет борьба, но он опять пойдет не очень хороший по дебюту будет у него. Он проиграет 11-ю партию. У него будет проблемы в 13-й. В итоге он еще 19-ю проиграет. То есть, на самом деле, а потом уйдет ферзевый гамбит, где тоже будут проблемы. То есть, видно было, что проблемы черного цвета он до конца когда я играл в эту сторону, он не решил. А белыми, значит, все-таки в основном играл Е4 Карпов тогда. После этого матча он перестанет играть. Но уже мне стало понятно, что играть надо, конечно, в целом Шевинген. Я еще в начале матча не до конца это понимал. Мы даже в качестве резервные какие-то варианты были, даже начали готовить челябинский вариант. Даже тогда. Я тогда заинтересовала меня эта идея. Карпов играл против Челябинского всегда. Конь c3, e5, конь b5, d6, слон g5, a6, конь a3, b5, конь d5, ферзь d5 шах система. Слон d2, ферзь d8. Все мы, судя по всему, проигрывает плохая, но тогда по тем временам нам казалось, что здесь большая борьба. c4. Я потом, кстати, там много партий в сеансах играл, профессиональных сеансах, эту систему. Слон c4, конь e7. Мы здесь тогда активно изучали. Слон e3, ладья c8, я помню. Тут сейчас слон b6, по-моему, ферзь d7 даже. Тут какая-то позиция такая, ba получилась, ладья c4, a7, да. Тут чуть ли не конь d5, a8, ферзь, ладья c8 смотрели позицию. Считаю, что, в общем, там еще какая-то интересная игра, хотя ферзя нету здесь. Но думал, так сыграть разок, все было новое тогда. Так сыграть все-таки получилось. А потом уже стало ясно, что играть надо, конечно, надо играть Шевинген. Получалось хорошо. В целом, Карпов этот урок усвоил. После матча 1985 года ход Е4 из его репертуара исчезает. Кстати, он уже тогда играл d4 с большим успехом. Но у нас тоже были там идеи. Потому что я помню, например, в четвертой партии он пошел d4, я тогда... мы играли тогда в этом ферзевом гамбите. Там тоже идея моя была, конь а6, я помню, такую идею. Кстати, тогда очень хорошо Игорь Зайцев сказал, что самые хорошие идеи в ферзевом гамбите были связаны с ходами. Я пошел конь а6, это было в четвертой партии. Я потом проиграл по дурости совершенно, хотя была позиция, черные легко уравняли.
Вот, но что-то у меня там пошло наперекосяк все. Вот. А в 21-й партии, там я уже белыми играл, значит, и вот в этой системе Ботвинника, вот, слон 4, значит, c6, e3, слон f5, g4, слон e6, h4, конь d7, h5, вот это такой зажим такой, конь h6 ход. Карповский, да? Ну, его Зайцев Да, придумал, естественно, да. как бы, да. Но практически опровергает систему. Вот. То есть очень интересно. Конь e6, конь h6. Зайцев сказал, это трудно представить, что там лучшие идеи в ферзевом гамбите были связаны с ходами конь h6 и конь h6. Вот. Так вот, значит, матч начинается моей победой. Я выигрываю первую партию. Третью подряд, получается. Третью подряд выигрываю. А четвертую, значит, ну, как, это вторая партия да. матча, да. Дебют сложился не очень швейцарно. А потом начинается осложнение, и Карпов, он там был близок, наверное, там большой перевес был к победе, но он упускает. Начинается осложнение, и я перехватываю инициативу. И я уже даже выпустил выигрыш в цейтноте просто. Я форсированно выигрывал. Но партия откладывается, вот, и у меня большой перевес. Объективно выигранная позиция. Я помню, как, ну, там... собирались команды, так, говорили, там шофера играли, там значит, в нарды играли, там, в какие-то там азартные игры, там, значит, и мне потом Коля рассказывал, мой шофер, что, значит, он говорит с Карповским, значит, они знают друг друга, там столько безлимитный матч прошел, вот, и, значит, выходит, значит, как вот, ну и как там, значит, вот, и Коля так сказал с таким видом, ничья. Он говорит, ничья? Он говорит, да, 5-5. Что я выиграю четвертую партию подряд и ставит 5-5. Вот, то есть была уверенность, что выиграем. Ну, публика уже начали нервничать, потому что, понимаешь, выиграли одну партию, сейчас выиграем вторую партию. Вообще матч к концу близится, просто уже, ну, выиграя я вторую партию, я не исключаю, что были бы клинические последствия для Карпова, потому что, ну, шок такой. Он 3 проиграл подряд, сейчас 4-е. И я выпустил выигрыш при доигрывании. Причем буквально мы там вот... Такое редко бывало. В целом доигрывание мы проводили хорошо. Вот, надо сказать, что я... Вы сами анализировали? Или вы спали, они анализировали? Да, я все время анализировал. Сам, все сидели. Нет, мы все вместе сидели, как бы там кто-то анализировал отдельно еще там, но я принимал самое активное участие в процессе анализа. Ну вот, я не знаю, почему-то вот не сложилось. Много возможностей было там, и так, и близко все к победе, но чуть-чуть не хватило. Вот. И Карпов спасся, и, ну, как всегда бывает, инициатива упущена была. Это трудно описать как бы точно вот в таких терминах, знаешь, момент, когда ты потерял инициативу, она перешла к... Еще даже не перешла, она начала как говорить, у тебя ускользает, переходит к противнику. Но вот я вспоминаю даже те события. Вот, очевидно, что мы выходили из зала, он на подъеме, наконец, это кошмар. Представляешь, 4 партии подряд проиграть. А я, черт, вот выпустил выигрыш. Я веду в счете, следующую партию белыми играю. Он взял, по-моему, тайм-аут после второй партии. Передохнуть. Да. А третью партию я почему-то я не знаю, я решил, думаю, да, проверю. И пошел на третьем ходу не конь c3, а конь f3. Зачем пошел конь? Вот. Что-то у меня такая идея была. В третьей я пойду, значит, на индийскую, но он ферзевый гамбит будет играть, Карпов. d5 как бы. А быстро ничья получается. Там какая-то у меня идея была, не сработала. В 5-й я вообще e4 сыграю. Только в 7-й вернусь, наконец, к Немцовичу. Еще раз потом опять уйду в e4 в 9-й партии. Потом, наконец, уже пойму, что надо, в общем, надо бить в одну точку. Ну, бить надо было, конечно, сразу просто, потому что... Ну, это сейчас понятно. Ну, да. Да. Но матч длинный, 24 партии, только вторая партия прошла. Давай попробуем здесь, а потом попробуем там. Идей много, как бы интересно все попробовать. Третья короткая ничья. А вот 4-я партия, я вот играю в эту систему с коня 6, как бы ферзевый гамбит, легко уравниваю, что позиция черных вообще никак не хуже. А потом даю ему возможность получить такую инициативу. Он там разноцветные слоны, но у меня слабость, ослабленный король, и он без риска может играть. Нет, ничего страшного не было, но вот постепенно позиция ухудшается. И уже когда откладываем, уже объективно понимаем, что у белых просто дармовая позиция, и там при доигрывании он еще выигрывает. Тут бы передохнуть бы.
Но у меня вот в пятой партии я Е4, перегибаю палку, причем опять плохо понимаю, что происходит. И там даже момент такой был, уже плохая позиция была. Он грамотно там очень меня принял Карпов, он там, значит, эту новую идею они применили. Мы играли по 46-й партии нашей, или 44-й, нет. 44 или 46-й. Продолжение как бы дуэли в испанской было. И причем опять, у меня много было там разных идей, я применил не лучшую применил. Карпов там, у него, там они подготовились, то есть он сыграл гораздо лучше, чем тогда. Это да, это была 46-я партия. Да. И был шанс у меня еще буквально там момент, я понимаю, что позиция плохая, у меня там пешки нету. Последний шанс там осложнений, и я просто его не использую. И партия кончается. Ну, она отложена была, я потом сдался без доигрывания. Представляешь, вот можно было иметь +2. Стало -1. А стал -1. Но это -2. Это -2, потому что потому что ничья в пользу Карпова. В пользу Карпова. А мне кажется, опять здесь происходит такой процесс. Карпов не то чтобы расслабился, но как бы все вот общее ощущение, ну, все вернулось на круги свои. Да, бой был у него в конце матча, тут вначале он еще не собрался, но сейчас-то все-то. Вот. И я понимаю, что тут сейчас вот все решается, надо устоять. Значит, и вот с 6 по 10 партию, вот очень важный момент, потом Адриан скажет, что главное не результат, а это тренд. Такой он всегда любил такие философские обобщения. Тренд самое главное. В 6 партии Ферзев гамбит, Карпов такую маленькую инициативу имеет, и мне надо, в общем, решать, играть худшую позицию или пожертвовать пешку, перейти в эндшпиль, но я чувствую, что там будет компенсация достаточно. Удержался. В 7 партии я давил, потом выпускаю перевес. Карпов, скорее всего, был близок к победе, но тоже упускает ее. То есть, очень сложная игра. 8-я партия достаточно простая ничья, хотя там опять я создал все эти проблемы дополнительные в Ферзевом гамбите, но при доигрывании. Это уже отложенная была ничейная позиция. Все близко к ничьей было. 9-я партия там тоже интересно, но ничья будет при доигрывании. Снова я там как бы выпускаю. Борьба идет очень полнокровная. В отличие от того матча первого, безлимитного матча. Здесь борьба в каждой партии. Вот буквально там какие-то вот 8-я партия была относительно, тоже тем не менее, отложенная была партия. Там до последней пешки играют. Никакого. А вот в 9-й там, я помню, отложенная позиция. Вот там, кстати, я придумал идею. Я уже что-то перегнул палку в какой-то момент. Можно играть... Была позиция, скорее всего, там белых немного хуже было. Но я придумал там идею, там дополнительную жертву пешки. Они, кстати, ее зевнули. И там у белых возникает атака неожиданно на ровном месте. Карпов явно этого не видел. Там находит четкое решение, чтобы закончить игру в ничья. Ничья, но я был все равно горд, что я придумал там идею, которую они в анализе просмотрели. 10-я партия опять критическая. Шевинген. Вот я уже понимаю, что Шевинген играем и Немцович. То есть у меня в голове уже это уже отложилось, что надо играть как бы вот то, что получается. А Карпов снова выпускает перевес, а потом меня подводит там не H5 надо думать, а H6. Знаешь, вот когда вот если хочется двинуть пешку на 2 поля, надо было на одно двинуть, форчику сделать. Интересная борьба кончается ничьей, но идет сложная борьба. Явно Карпов начинает дергаться, потому что развить успех не удалось. И в 11-й партии происходит там какая-нибудь зевок века. Там Карпов уже практически в равной позиции развивает совсем простую тактику. Вот такая позиция. Так, это у нас после премьеры. Да, вот такая позиция. Это перед каким ходом? Ладья CD8 он пошел здесь. С 11-й, да. Вот я напал. Ферзем нападаю на ладью. Ферзь G4, последний ход. Да. И здесь практически любой ход, наверное, там дает черным приемлемую позицию. Ладья DC7, там ладья DD8. И Карпов очень быстро ходит ладья D8 здесь. CD8. Естественно, ферзь бьет D7. И дальше уже неизвестно. Шах. Так, шах. Ладья BD7. Сдался. Зевок века. Там на самом деле зевки будут в разных матчах. Я помню, вот такой зевок. В матчах на 5 зевков много. У нас еще будут зевки. Я буду зевать еще. Там тоже совсем простые вещи. То есть
Разные случаются в матчах на первенстве мира. А тем не менее, зевок был. Ну, я не знаю, с чем он был связан, конечно, Карпов. Борьба идет, как бы он... Ну, зевнул, с другой стороны, ничего дергаться. там такого. Напряжение, на самом деле, 5 партий напряженные. Это как бы имеет каждая партия такая, она оставляет свой отпечаток. Это все имеет значение. А счет сравнивается. Значит, и в 12-й партии я вот здесь модификация Швенгена, я применяю тут вот свою идею. Я помню, я в самолете придумал, мы летели из Баку-Москва рейс, и я на карманных шахматах думаю, вот такая идея, вот если вот играть вот это. Карманных шахматах. Да. Карманы, да. Фишер сразу вспомнился, да, который всякие карманы, знаешь, такие в метро сидит с карманными шахматами. Там такие, они были еще втыкающиеся такие фигурки. Да, нет, конь b5 Карпов играл, d6, c4, конь f6, конь c3. Но это то, что было в третьей партии нашего матча безлимитного, когда я играл слон e7 играл. Вот у меня идея возникла, нельзя ли пойти d5? И вот мы начинаем смотреть, так интересно, ну, вроде бы не проигрываем. Да. Я, значит, в 12-й партии я играю d5, был такой шок, в общем, все кончается быстро, то есть он как бы, было взял, значит, конь b4, слон c4, здесь вот ключевая здесь слон g4 сыграть была. Заставить f3 пойти, тогда, в общем, у нас слон f5, все очень быстро выходить начинает. Слон g4, Карпов ходит слон e2 здесь, и, в общем, ситуация я поменял, с ферзь e7, быстро ничья, в общем. Значит, 12 партий, счет равный. Я уже воодушевлен, потому что все как бы возвращается на круги своя, то есть я худшее уже, чувствую, что худшее прошло уже. Тем не менее, надо выиграть партию. То есть 12 партий впереди, надо +1 выиграть. И Карпов тоже уже вошел в игру, но к этому моменту я уже понимаю более-менее, что я должен делать, как я должен играть дальше. Я знаю, будет Немцович, будет Солянская. И хотя там, с точки зрения как бы абсолютной истины наша дебютная подготовка была, я бы не сказал сомнительной, но не абсолютной. То есть, по тем временам. Естественно, конечно, по тем временам. Кроме того, это еще же общий настрой такой. 13-й партии там идет тоже борьба. Карпов, он опять начинает какую-то там, говорит, модификацию в Немцовиче, хуже получает. Не хватает немножко, да, в принципе. В 14-й партии Карпов применяет, очень, кстати, интересно, вот, там много, на самом деле, идей, которые он там применял. Там, это зайцевская идея была, конь c6, конь c3, d6, Карпов пошел здесь g4. Ну, по тем временам тоже ход был такой невероятный. Ну, конь вроде на g8. Сейчас-то играют уже g4, там что-то не в этой позиции. В любой. Да. Сейчас начинают даже практически в любой g4 играют, считается это нормально. Но тогда это было революционно. Очень интересная партия была. Не вдаваться если во все детали, очень интересно. Ничья получается. Тоже вот. Но напряженная борьба, я очень был доволен. Я помню, я пошел здесь. То ли H6, да, H6 пошел, потом H6. Ну, в общем, там на самом деле уже я какие-то идеи, вот я помню, по там, схемам, которые мы с Адарьяном еще в 1984 году смотрели, я довольно хорошо чувствовал эти позиции по тем временам. Многие вещи сегодня, когда я там смотрю, значит... Ну, понятно. Да. Прошло, даже жизнь прошла. Нет, жизнь прошла. Ну, на самом деле, вот сейчас понимаешь, я там смотрю на современные партии. Например, вот в Найдерфе там играют там H2, H3 белый, E6, G4. Вот. Там нас там, скажем, слон E7, G5, конь D7, слон E3 играют. Брать пешку нельзя, конь T6. Вот, да? Вот. Я когда это первый раз увидел, начал смеяться, потому что это атака Керриса без темпа. Там, конь C6, там H4, например. Вот. Без темпа, но опасно. На самом деле, реально опасно. То есть я тогда играл эти позиции просто минус темп и считал, что все нормально. Ну да. Многое поменялось. Вот. 14-я партия ничья, 15-я, да, 15-я еще раз пошел Е4 зачем-то, русская партия на этот раз была. Вот, тоже быстрая достаточно ничья. Там маленький перевес у меня. Вот, я еще зачем-то пошел Е4, я последний раз как думаю. Мы в испанке что-то надо придумали уже, как бы. Я считал, что надо все-таки попробовать. Вот. Ну, наконец, 16-я партия. Вот. Но только начиная с 16-й партии я уже понял, что вот наконец достигнута та, как говорится, тот сплав, что ли, своего стиля и вот того, что необходимо было перенять у Карпова. И теперь я знаю, что я могу выиграть у него матч. Вот понятно, когда такое напряжение. Значит, мы уже счет 2-2, но там 11-я партия, такой зевок был. Но в целом там с 6-й по 15-ю партию такая маневренная, борьба идет, все. И вот когда напряжение такое нарастает в матче, вот что должно произойти?
Причем Карпов приходит к 16-й партии, значит, вот он готов, значит, Матч Е4. закончить, да? Не закончит, но, в общем, все, надо выигрывать. Ну, все-таки уже не так много осталось. Да, значит, да, осталось, значит, 9 партий еще, значит, так, конь c6, значит, конь b5 Карпов входит, мы, значит, продолжаем, значит, играть по схемам d5, Карпов бьет, cd, конь b4, и ходит слон e2 здесь еще. И я очень быстро играю слон c5. Когда партия кончилась, я сажусь в машину, такой вдохновленный, и Йосиф Дорф мне говорит, ну, в общем, там есть проблемы. Ну, ход слон Е3 мы увидели люди в пресс-центре, слон Е3, конечно, был бы шок у меня. Ну, наверное, я нашел бы, что там единственный шанс вообще играть это ферзь b6 и играть позицию без пешки. Ну, кстати, там, может быть, черные все-таки могут еще удержаться, вот, но все-таки пешки нету. Это могла шахматная история пойти. Могла пойти. Не таким, да, но Карпов, радужным способом. Опять, дело в том, что взятие пешки, это поистине неприятно. Слон c5, Карпов хоть рокировку сделал молниеносно. Автоматически, да? Автоматически сделал. И я сделал рокировку. А теперь уже у черных все нормально. То есть, на самом деле, ничего такого нету критического. Более того, как бы, мы-то автоматические рокировки делали. И вот позиция, которая дальше будет, вот это, ну, это все было мое изобретение. Вот это ровно то, что в самолете у меня мысль эта в голову придет. Я помню, когда они потом говорили, ну вот все-таки можно же пешку отдавать, а зачем ее брать? Мы его обойдем. Мы его обкрутим. Там конь останется, ну, слон f3 Карпов входит здесь, я хочу слон f5. Значит, вот. Теперь он пошел. Он просто пешку защищает. Да. Ну, слон защищает пешку, да. Можно сказать, слон g5 он пошел, да, если не ошибаюсь. Да. Слон g5, и здесь ладья e8. Ладья e8 пока. Значит, надо поле e4 под контроль взять. Он ходит ферзь d2 Карпов здесь. Ну, смотри, вот очень, он так вот делает все нормальные ходы. Ну, что, черных, белых лишняя пешка. Я думаю, как бы вот в этот момент, как бы, ну, Карпов, ну, есть, конечно, компенсация, но пешка-то лишняя. Пешка лишняя, защищенная. Да. А вот здесь вот разница уже в восприятии. Как бы, я все-таки его опережаю. Потому что пешка пешкой, а на самом деле есть динамика, которую Карпов пока не чувствует. Вот чуть-чуть. Может быть, это не опережаю, может быть, это просто разница в шахматном мышлении? Мышление, да. Но просто оно становится... Ну, как вообще... Чтобы выиграть матч за первенство мира, нужно сделать какой-то шаг вперед. Вот в этот момент, как бы вот в этой партии конкретно, вот проявляется эта разница. Я уже смотрю по-другому на позиции, потому что я все-таки играю с чемпионом мира действующим, но он долгое время не будет понимать, что на самом деле позиция уже почти плохая. Вот, потому что, как бы, ну, хорошо, одна фигура плохо стоит. На самом деле не только одна фигура стоит, на самом деле вот общая динамика позиции, она уже работает на ней. Значит, я пошел b5 и h6. b5. b5 я хожу здесь, да. Ладья d1, h6, да. Еще так со стороны белых смотришь? Да. h6 или конь d3? Страшного? h6 я пошел, или конь на 6, да? Я, по-моему, конь d3. конь d3. Все. Конь заходит сюда. Конь заходит сюда. Ну, я уже как бы потом буду формулировать, что вообще конь на... В полях f5, f4 стоит пешки, когда король стоит здесь. А конь на d3, там, на d3, d6 стоит качество, на самом деле. Причем конь защищен здесь. На самом деле, это понимание в разнице как качества фигур. Потому что не просто конь стоит, он же на самом деле парализует ладьи. На самом деле, вся позиция белых, она начинает... она не разваливается даже, она... Наоборот, она скукоживается позиция, да. Дальше просто вроде бы все хорошо у белых, да, но только куда черные фигуры будут идти дальше, мне уже понятно. А вот что белые будут делать, вот, как бы, это проблема. Но опять, Карпов все равно смотрит на эту позицию, ну хорошо, отда фигуру, сейчас уйдем на конь b1, да, ну отошел. Вы помните эту партию? Ну, сейчас конь b1. Нет, я имею в виду вот вообще вот. Ну, конечно, на момент я даже как зритель помню. Вот, для этого момента все было конь b1, да. h6, да. Значит, слон h4, вот. b4. b4, значит, это вот это. Но это все пока это все, я помню, мы смотрели. Конь a4, слон d6. Вот. На самом деле это интересно. То есть эту пешку черный вообще игнорирует. Она вообще никого не интересует. На самом деле все здесь зажато. Но я понимал, что вот уже все вот это так быстренько покидали, вот как бы я смотрел. Вот, все здесь нормально, значит, он ходит, слон g3 ходит, да. Вот здесь, да? Вот. И вот здесь мне приходится мне приходится делать ход, который, значит, потому что так вот, можно там, есть возможность пожертвовать качество, слон g3, конь d5, тоже неплохая. В общем, возможность у черных приличная. Я понимаю, позиция уже хорошая, но ощущение, что должно что-то еще быть здесь. И вот, значит, и вот так рождаются ходы.
Я вот смотрю на доску, смотрю, вот... Что здесь? Да, ну, надо начать гонять его. Нужно ресурсы подключать. Ладья Я пока ладья С8. Да. Ладья С8. Да. Б3. Б3 это что он? Конь Б2 он хочет. Он хочет разменяться. То есть вот критическая позиция. Значит, белым осталось один ход сделать. Конь Б2, и тогда, как бы, как только конь уйдет, но ход они это сделать уже не успеют. Значит, здесь я пошел уже 5. Значит, нюанс в том, что после конь Б2, значит, его просто бьем, Ж4, слон Е2, ладья С2. Он фигуру теряет. Значит, просто размен на Б2, Ж4, слон. Вот ровно хода белым будет не хватать. Сейчас придется, значит, надо что-то делать. Как бы, значит, куда-то надо, значит, Карпов бьет на d6, Да. ферзь d6 и g3. Вроде все логично. Все логично. Все логично, да. И снова конь d7. Конь d7. И теперь проблема новая возникает. Значит, в принципе, если белые ходят конь b2, ферзь f6. Хожу ферзь f6. Конь взял d3, слон взял d3, ферзь d3, конь e5. Ферзь попался. Ферзь попался. Просто вот... Прикольно. Ферзь попался. Да, прикольно. Ферзь попался, да. Вот. Прикольная тактика, да? Да, конь b2. В центре доски такая открытая позиция для опаления. Да, ферзь f6. Вот, в принципе, да, тут... Там ферзь f6, по-моему, конь c4, там, по-моему, лучший ход, да, кажется. Конь c4, ладья c4 здесь? Может быть, даже... Да. BC. c4, bc, конь 7, e5. Конь e7, e5, слон g2, да. Да. И что? Конь b4. А слон e2 вы здесь рекомендуете? Но это еще из книги «Два матча», кстати, я помню. Да, Ну, слон g2, конь c4 же там, да? Да. Слон g2, конь c4 просто. Там уж отыгрываем материалы, просто имеем большой перевес. Ну да. Вот. Тем не менее, все-таки, наверное, это было лучшее, потому что Карпов видит возможности, это конь b2, вот, ферзь f6, и делает ход слон g2. Ну, снова вот не рисковать увести. Я хожу ферзь f6. То есть это поле под контроль, да? Не, все, конь, на самом деле, все отрезано. И я думаю, что вот такого у Карпова никогда не было. Потому что если посмотреть на позицию, у белых фигур ходов нет. Там прошло, сколько там, 20 ходов? Да, Да, 20 с чем-то ходов. 24 хода. Там реально ходов нету. Он еще, по-моему, А3 пошел здесь. Да. А3, А5, АБ. Вот с ходами проблема. Значит, просто этот конь не ходит, этот конь не ходит, ферзь не ходит, ладья не ходит. Вообще ничего не ходит просто. Знаешь, вот тут методом перебора ферзь А2 пошел Карпов, да, он пошел ферзь Поле А2. нашел. Ферзь А2 нашел поле здесь, надо поле какое-то ферзя появилось. Да. Вот, значит, и я тут пошел... Слон G6. Я пошел играю слон G6 просто. Играю слон G6, конь D2, ладья E2 там пойду просто. Все, ходов просто... С ходами проблемы. Вот Черные здесь, могут что угодно да, делать. здесь уже... Да, но он, наконец, пришлось пешку отдавать. D6. Да. Вот. Ну, хоть как-то, чтобы какая-то хоть... Я думаю, что с нелегким сердцем Карпов это сделал, потому что ходов, других ходов нету просто. Фигуры. Как-то надо же фигуры выводить. G4. Да, но я, брат-то, не обязан, на самом деле. Я могу еще усилить позицию. G4. Вернулся. Ферзь возвращается на D2. Король G7. А куда он торопиться? Спешить. Зачем торопиться здесь? Вот. Но он начинает... Надо открываться как-то, F3 ходит. Вот. В общем, логично. Да, F3. Дальше я взял на D6. Теперь уже пешку забрать. FG. Ферзь D4 шаг. Король H1. И конь F6. Да? А теперь как бы конь этот не выходит, потому что ферзь вот это поле закрыл. Никто никуда не выходит. Никто никуда не ходит. Черных все играет. Белый по-прежнему ходов реально не имеет. Остался конь E4. Последний просто остался дальше. Вот. А он пошел ладья F4, что ли, здесь? Он пошел, да, ладья F4. Ладья F4. Конь E4. Конь E4 не имеет значения. Просто. Черный просто ферзь бьет D3. Да. Конь F2 шаг. Ладья F2, слон взял D3. Ладья D2. Такая, это вся на агония. И я пошел ферзь Е3. Да, ферзь Е3, ладья D3, ладья С1. Завершающая тактика. Ладья С1, да. Он пошел конь Б2 здесь. Да. Конь Б2, да. Ферзь F2. А ферзь F2 мы что хотим? Просто ладья С1, ладья Е1 мат. Самое простое, да. Просто мат поставить, да.
Он пошел здесь, по-моему, конь D2, да. Ну, здесь ладья E2 сразу матует, да, но я пошел ладья D1, ладья E1. Мат поставил немножко дальше. Ну, да. Ты знаешь, дернулся сразу. Вот, хотя ладья E2 мат следующим ходом просто ставится. Вот. Вообще защита. Да, просто. Эффект партии трудно описать. Потому что вот так вот Карпова вообще не обыгрывали. Это была моя, получается, какая победа над ним. Значит, 3 в том матче было, это была третья победа, шестая. Но так еще никогда не было. Потому что все, дебютная концепция, Миттельшпиль, вот это. То есть он был переигран. И такие партии оставляют след. Значит, она психологически, в общем, я думаю, в его сознании она будет, значит, отпечатываться. А кроме того, я вдохновлен. Все, я вырвался вперед. Значит, впереди 8 партий, уже +1, то есть надо как бы не проиграть оставшиеся 8 партий. Но инициатива-то у меня. Причем видно по всему, что инициатива игровая, но все-таки 8 партий. Это на самом деле огромная дистанция. Но настроение было невероятно такое возвышенное, на подъеме. Хотя там слон c5, слон e3 уже показали. Я говорю, бог с ним, будем играть Швейнген дальше. Нормальный будем Швейнген играть. Все это. Карпов все равно должен будет что-то сделать. И при том, что у меня подавляющий игровой перевес и по всему это уже. Но все-таки Карпов остается. Надо еще выиграть. Да, и вот последние 8 партий, как бы такая новая драма будет. Вот. Матч должен был кончиться опять. По игре должен был кончиться раньше. Но по сценарию кем-то задуман он должен был дойти именно до 24-й партии.